Башар Асад нашелся в Москве. В Донецке убит начальник колонии в ДНР, а Трамп заявил, что Путин проиграл войну. Это новости в воздух на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь. В центре Донецка взорвался внедорожник. Прям бахнуло что-то впереди, там взорвалось. Вон дым поднимается. Пострадали двое, мужчина и женщина. Они были доставлены в больницу, где мужчина скончался. Женщине оторвало ногу. Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался около 9:30 по местному времени на улице Университетской. Машину вынесло на тротуар. ТАСС сообщает, что взрыв произошел со стороны водителя. Причины произошедшего выясняются. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что взорванная «Тойота» принадлежит начальнику колонии в Еленовке Сергею Евсюкову. О том, что погиб именно Евсюков, пишет и прокремлевский Мэш. В июле 22-го в результате взрыва в колонии Еленовки в ДНР погибло около 50 украинских военнопленных из батальона «Азов». Россия тогда заявила, что ВСУ ударили по колонии из «Хаймарс». Однако в ООН это опровергли. Расследователи из Associated Press пришли к выводу, что взрыв произошел внутри колонии и виновны в нем российские военные. А в оккупированной Горловке накануне дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что пострадали 4 человека. Их доставили в больницу водитель автобуса. Позже в другом районе Горловки после удара дрона сгорел еще один автобус. О пострадавших не сообщалось. Тем временем избранный президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News. Трамп вновь призвал к немедленному прекращению огня в Украине и озвучил данные о потерях обеих сторон конфликта. По его данным, Россия потеряла 500 000 солдат, а Украина 400 тысяч. При этом в своей соцсети он ранее писал, что потери путинской армии составляют 600 тысяч человек. Кроме того, Трамп анонсировал сокращение объемов помощи Украине. Это бремя он хочет переложить на Европу. Новый американский президент в принципе хочет сократить военные расходы США и даже пригрозил выходом из НАТО в случае, если европейские члены Альянса не увеличат свои оборонные бюджеты. Трамп также дал интервью изданию Нью-Йорк Пост и в нем сказал следующее, цитирую: «Путин должен задуматься о завершении войны, потому что он проиграл. Когда вы теряете 700 тысяч человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир». Конец цитаты. Екатерина Мизулина сообщила о задержании опасного преступника, практически экстремиста, видимо, от слова «экскременты». Именно ими 16-летний подросток измазал площадку ее дома. Мизулина назвала и заказчиков этого преступления, конечно, украинцы. Я цитирую: «Парень состоял в одном из экстремистских чатов, связанных с Украиной, где предложили крупную сумму денег за то, чтобы нахулиганить в доме, где я якобы живу». Конец цитаты. Вычислили парня по камерам наблюдения. Полицейские изучили его телефон. Подросток отчитался о содеянном перед некой Аришей и просил оплатить работу. Но денег так и не получил. И хоть происходило все не в Грозном, а в Москве, малолетнему хулигану пришлось не только извиняться на камеру, но и петь осанны российским политикам. Хотел бы извиниться перед Екатериной Мизулиной. Я не нес никакого злого умысла, и ко всем политикам и людям, которые делают нашу страну лучше, отношусь резко положительно. Это просто детская дурость. Извините меня. Режим Башара Асада, который Кремль поддерживал почти 10 лет, пал. Свергнутый диктатор с семьей бежал в Москву, где ему предоставили политическое убежище по, цитата, «гуманитарным соображениям». Об этом накануне сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. В сети широко разошлась фотография Асада, якобы сделанная в Москве, но позже выяснилось, что это архивные кадры Sky News. Ранее, напомню, СМИ сообщали о возможной гибели бывшего президента Сирии. Примечательно, что в 2014-м, уже после бегства Януковича из Украины, Асад на встрече с экс-главой ФСБ Сергеем Степашиным попросил его передать Путину такое послание. Что касается встречи с президентом Асадом. Кстати, знаете, что он мне сказал в конце? Передайте Владимиру Владимировичу: я не Янукович, я никуда не уеду. Передаю через вас. В Сирии жители отмечают окончание почти полувекового правления династии Асадов. Захватившие власть боевики и повстанцы заверили, что российским военным будет обеспечена безопасность. Об этом написал ТАСС со ссылкой на тот же источник.
По спутниковым снимкам видно, что российские корабли спешно покидают военно-морскую базу в Тартусе. Ну а российские пропагандисты внезапно перестали называть противников Асада террористами. Теперь они, цитата, «вооруженная оппозиция». Более того, риторика изменилась в целом, мол, Сирия, конечно, важна, но сейчас, когда в разгаре собственная спецоперация, не до чужих войн. Конечно, происходящее в Сирии для нас не безразлично, но главное для нас же, конечно, безопасность самой России. То, что происходит сейчас в зоне СВО. В Москве госфлаг Арабской Республики сняли со здания дипмиссии, а в Петербурге и вовсе самовольно водрузили флаг оппозиции, захватившей власть. Его, как пишут местные СМИ, наспех изготовили, цитата, «какие-то сирийцы из 2 листов бумаги». Тем временем израильские военные впервые за полвека пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии. Они заняли вершину горы Хермон и несколько стратегически важных точек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил действия израильских войск защитой израильских границ. США нанесли более 75 авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии. Президент Джо Байден назвал падение режима Асада, цитата, «основополагающим актом справедливости», но предупредил о рисках. Мы ясно понимаем, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свои возможности. Мы этого не допустим. Подробный разбор ситуации в Сирии смотрите в нашем вечернем эфире в 6 часов по Москве. МВД Грузии отчиталось о задержании около 400 человек во время протестов против приостановки переговоров с ЕС. Из них 30 проходят по уголовным делам. Более 150 полицейских пострадали из-за использования митингующими пиротехники и коктейлей Молотова, уточнили в силовом ведомстве. Сторонникам евроинтеграции с неизвестных номеров поступают угрозы, включая физическую расправу. Напомню, протесты начались 28 ноября после объявления властей о заморозке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. Они сопровождаются насилием со стороны силовиков, отмечают правозащитники. Что ж, друзья, у нас на этом все. Не уходите от нас без лайка, комментария и подписки. Смотрите и другие видео на нашем канале. Меня зовут Тенгиз Адамия. Берегите себя. Пока-пока.